вместо пластиковых шестеренок, которые через... Что-то у нас там. Да, сейчас нужно приклеить вторую пару магнитов, чтобы аэродинамические лопасти легко снимались, легко ставились и крепко держались. Сколько на реализацию времени ушло макета? Ну, от начала инженерной мысли, фантазии, как он будет выглядеть, до конца, это с 30 по 25 число, 25 дней ушло полностью. 25 дней назад мы не понимали, как он должен выглядеть вообще, как разбираться, как работать. Ну, как работать-то мы понимали, вот, но архитектура, детали, как он будет разбираться, как он будет взаимодействовать с электричеством, не знали ничего. Вот. Все отрисовали сразу на компьютере, на листочках, на компьютере, все придумали, сделали детали, собираем, напичкали электроникой. Сегодня будет закончен 25 дней полной реализации. Это не нужно вот так, сам разъем USB? Да, сам разъем 2 двузначный. Так, как раз мне нужно перепаять. Отлично, там полярно заменить. Вот здесь у нас имитация окон хорошо получилась за счет гравировки. А здесь, вот когда шлифовали, мотовали, да, чтобы детализации у нас изнутри нет, поэтому мы замотовали стекло, и оно как-то прям, ну, сильно... Слабо видно. Да, слабо видно получается. А здесь нормально. Ну, на самом деле, здесь шлифовка была одинаковая, она совершенно мелкой шкуркой, не сильно. Здесь сама лазерная гравировка очень слабо, не глубоко зашел лазер, это даже по изгибу видно, вот здесь есть у нас такой желобок, а здесь вообще он отсутствует. Вот, но есть идея... Сейчас перебью. Либо, короче, швы вот нужно затереть какой-нибудь темной затиркой, чтобы у людей понимание было и заблуждение. Будет темный. Либо же вот этот фасад, его можно прямо распечатать как окна, они тоненькие, очень хорошо. Его можно как снутри, так и снаружи наклеить, тем самым отобразить наши этажи и окна. Либо внутри, не знаю, сделать прям перекрытие, на много треугольников нарезать. Но тут уже что быстрее будет, то и... Ну, вот и фасад, я думаю, перекрытие слишком много их нужно будет, тем более, если макет мы хотим выше сделать. Просто вообще было. Так утяжеление будет, если много треугольников. Ну да, и утяжеление, и реализовать это сложнее будет. Угу. Ну все, нормально. Руслан, чем сейчас занимаешься? Актуализируем информацию по цифровому ключу, добавляем в альбом для продвижения и добавляем переводы на различные языки альбома. Там китайский, немецкий, английский, португальский, албанский, ну, чтобы у всех была возможность актуальной и достоверной информации. Артем, как обстоят дела? Отлично, сейчас вот занимаюсь подготовкой презентации, которая состоится у нас в Италии 15 марта. Максим молодец. 30 секунд. Была поставлена задача разработать портативный макет с целью демонстрации нашей технологии, чтобы он вмещался в чемодан, его можно было взять везде с собой, в любую страну, чтобы сократить сроки его доставки и показать на любой выставке, которая проходит. Также задача была такая, чтобы он даже при таком маленьком масштабе вырабатывал какую-то электроэнергию,
был понятен с архитектурной точки зрения, что это здание. Ну, то есть доносил полностью сейчас его основные смыслы и принципы. То есть это изначальная концепция одного модуля здания, декоративный такой навесной фасад, в таком современном арабском, можно сказать, стиле. Также вот навесной, вот обычное остекление. Затем были разработаны комплект чертежей, это платформа, фасады вот с этим декором, остекление. Все это вырезался, каждый элемент на станке с ЧПУ. Собирался, то есть каждый элемент подгонялся друг к другу, отдельно нашими специалистами разработан много вариаций ротора под разным углом атаки, то есть проводились какие-то испытания. Пришлось продумать много соединений, чтобы сборка макета могла производиться любым партнером компании. Вот. Пришлось продумать ротор, который при таком масштабе сможет давать нам электричество. С помощью электричества реализована RGB-лента, чтобы освещать ярко здания красиво, то есть также менять их цвета, чтобы можно было управлять насыщенностью. Вот. Это очень важно, потому что в разных странах есть какие-то определенные цвета. Вот. Также продумано так, чтобы здания складывались друг к другу, занимали минимум места, чтобы эту всю конструкцию можно было поместить в чемодан. Сейчас наглядно, давайте я вам покажу, как это работает и как это собирается. Реализованы повороты аэродинамических щитов. А с помощью вращения ротора у нас идет выработка электричества. Здесь у нас табло, которое показывает количество вольт, вырабатываемой ветроустановкой, и также выход USB, с помощью которого можно поставить на зарядку телефон или подключить какие-то светодиодные ленты, гирлянды и так далее. В общем, продолжаем сборку. Все очень просто. Здание устанавливается на магните. Здесь у нас есть также коннекторы. Сверху устанавливается крышка, которая удерживает ротор и к которой в дальнейшем крепятся аэродинамические щиты. И эти здания мы получаем хорошие прочные конструкции. Очень просто устанавливаются аэродинамические щиты. Здесь они вставляются и тут примагничиваются также на магните.